Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня вяжем берет крючком интересным 3D узором. Пряжа в 100 граммах 240 метров, полушерсть. На берет ушло 87 грамм. Крючок для основы берета взяла 3 миллиметра, а для резинки и для убавления петель использовала крючок 2,5. Начинаем с дна берета. Приступим. Следующую петлю провяжем 10 столбиков с накидом, стягиваем нить, замыкаем соединительным столбиком и начинаем вязать следующий ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. Во втором ряду мы будем прибавлять столбики, то есть в каждый столбик предыдущего ряда будем провязывать по 2 столбика с накидом, с общим основанием. Таким образом, в этом ряду у нас получится не 10 столбиков с накидом, а уже 20. Так будем вязать до конца ряда. Заканчивать ряд будем соединительным столбиком. В третьем ряду будем плавно прибавлять наши столбики. Делаем 3 воздушные петли подъема. Теперь в это же основание провяжем лицевой рельефный столбик с накидом. Теперь следующий столбик предыдущего ряда провяжем лицевой рельефный столбик. И вот эти 2 лицевых рельефных столбика в каждом ряду мы будем неизменно вязать лицевыми рельефными. Следующий столбик предыдущего ряда, следующую петлю основания, провяжем обычный столбик с накидом. Обычный столбик с накидом. И теперь за это же основание провяжем лицевой рельефный столбик. Лицевой рельефный столбик. Следующий столбик провязываем лицевым рельефным столбиком. Так и будем чередовать. Обычный столбик, 2 лицевых рельефных. Так будем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. В четвертом ряду продолжаем прибавление. 3 воздушные петли подъема. Теперь из обычного столбика предыдущего ряда провязываем 2 обычных столбика. А 2 лицевых рельефных будем вязать неизменно. Над каждым столбиком предыдущего ряда будем провязывать лицевой рельефный столбик. Так будем чередовать. 2 лицевых рельефных столбика, 2 обычных, 2 лицевых рельефных, 2 обычных. Так будем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком.
5-й ряд и все остальные последующие вяжем аналогично. То есть будем прибавлять обычные столбики с накидом между группой лицевых столбиков рельефных. Так будем вязать до нужного диаметра шапочки. Каждый ряд заканчиваем соединительным столбиком. Дно берета связалось диаметром 23 сантиметра. Теперь можно приступать к узору. Первый установочный ряд. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. Теперь на основании пропустим 2 петли и в третью провяжем столбик с накидом. Провязали 2 воздушные петли, опять в это же основание столбик с накидом, получаем раппорт узора. 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли основания, в третью провяжем столбик с накидом. Так будем чередовать столбик с накидом, галочка. Разделяем 2 воздушными петлями и пропускаем петли основания. 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли основания, в третью петлю основания провязываем галочку. Столбик с накидом, 2 воздушные петли и сюда же в это же основание столбик с накидом. Так и будем продолжать до конца ряда. Чередуем 2 воздушные петли, опять пропускаем 2 петли на основании, в третью провяжем столбик с накидом. Вот такой рисунок у нас получится. Продолжаем, заканчиваем соединительным столбиком. Второй ряд и все четные. Нам нужно с соединительным столбиком пробраться к началу галочки. Делаем соединительный столбик, чтобы добраться в начало галочки. Теперь 3 воздушные петли подъема. Они нам заменят столбик с накидом. Будем обвязывать вот эту галочку. С каждой стороны у нас будет по 5 столбиков с накидом. Один у нас уже есть, это 3 воздушные петли подъема. Провяжем еще 4 под этот столбик. 1, 2, 3, 4. Повернем вязание и под следующий столбик галочки также провяжем 5 столбиков с накидом. Таким образом, получается, мы эту галочку обвязываем вокруг. С каждой стороны у нас по 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и
5. Готово. Одну галочку обвязали. Так будем продолжать весь ряд обвязывать наши галочки. Этот столбик мы пропустим. В этом ряду он нам не понадобится. И переходим к следующей галочке. Также с каждой стороны по 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Одна сторона готова. Поворачиваем вязание. И с другой стороны то же самое. Будет 5 столбиков с накидом. Так будем продолжать до конца ряда. Заканчивать будем, покажу как. В самом конце надо будет провязать 2 воздушные петли и присоединиться соединительным столбиком. Сейчас покажу, как закончить этот ряд второй. Наберем цепочку из 2 воздушных петель. 1, 2. И присоединяемся с соединительным столбиком. Третий и все нечетные ряды. 3 воздушные петли подъема. В арку из 2 воздушных петель галочки самого первого установочного ряда вводим крючок и вытягиваем петли для пышного столбика. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набрали, провязываем накиды, на крючке 2 петли. Теперь провяжем их вместе. Получаем пышный столбик. 2 воздушные петли. И между элементами предыдущего ряда провяжем галочку. Вводим крючок в установочный ряд, в столбик с накидом. Провяжем сначала столбик с накидом, 2 воздушные петли и в это же основание столбик с накидом. Провязали пышный столбик, 2 воздушные петли, галочка, 2 воздушные петли, снова пышный столбик из 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Набрали. Провяжем накиды вместе. На крючке 2 петли, провяжем их вместе. Так будем чередовать до конца ряда. Снова 2 воздушные петли. И между элементами предыдущего ряда в установочный ряд, в столбик с накидом, вводим крючок и провязываем галочку. Столбик с накидом, 2 воздушные петли и в это же основание столбик с накидом. Так будем продолжать до конца ряда. Провязали. Теперь ряды начнут повторяться у нас.
Сейчас будем повторять второй ряд. Вводим крючок, соединительными столбиками пробираемся к началу галочки и начинаем галочку обвязывать с каждой стороны по 5 столбиков с накидом. Так, один столбик у нас уже есть. Провяжем с этой стороны еще 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4 столбик. Всего 5 столбиков с накидом вместе с петлями подъема. Теперь немного перевернем вязание и будем обвязывать вторую сторону галочки. Также будем провязывать под этот столбик 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Самый первый элемент готов. Все то же самое, как во втором ряду. Обвязываем галочки столбиками с накидом. С каждой стороны по 5 столбиков с накидом. Пышный столбик пропускаем, сразу переходим к следующей галочке. Начинаем обвязывать. С этой стороны у нас будет 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Одна сторона готова. Следующая сторона тоже 5 столбиков. И так до конца ряда. Один, 2, 3, 4, 5. Готов еще один элемент. Следующий ряд вяжем так же, как и третий. То есть повторяется всего 2 ряда узора. Этим узором я провяжу 8 сантиметров. Связала 8 сантиметров. Теперь пора убавлять петли. Я свяжу ряд столбиками без накида. Сейчас покажу, как я это делала. И одновременно убавляла петли. Ввожу крючок в пышный столбик, столбик без накида. В арку из 2 петель столбик без накида. В следующую арку из 2 петель столбик без накида. В арку из 2 петель столбик без накида. В пышный столбик столбик без накида. И так далее. Буду продолжать до конца ряда. Закончу ряд соединительным столбиком. Следующий ряд — это столбики с накидом. Будем вязать в каждую петлю основания столбик с накидом. Сейчас меняю крючок, беру 2,5 мм ближе к двойке, чтобы дополнительно сузить полотно. В этом круге у меня получилось 76 столбиков. И этот ряд, он
нам дает возможность определить, сколько действительно столбиков нам понадобится для резинки. То есть на этом этапе вы, провязав этот ряд, меряете и определяете, сколько петель в следующем ряду вам необходимо убрать при вывязывании резинки. А в этом мы провязываем в каждую петлю основания столбик с накидом. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Провязали. В следующем ряду и все последующие буду вязать резинку. Буду чередовать рельефные столбики, лицевой и изнаночный рельефный столбик. В местах убавления буду провязывать по рисунку 2 петли предыдущего ряда вместе. Я делала убавление через 10 столбиков. Делаю 3 воздушные петли подъема. И начинаю чередовать рельефные столбики, лицевые и изнаночные. Сейчас я провяжу лицевой, следующий изнаночный. И в этом ряду я буду убавлять еще дополнительно. То есть я определила, что где-то примерно 10 петель мне надо убавить. И вот через 10 петель я буду делать убавление. Отдельно покажу, как я это делаю. То есть чередуем лицевой рельефный столбик и изнаночный. Сейчас покажу убавление. Вот у меня по рисунку надо связать изнаночный столбик, и нужно сделать убавку. Был лицевой, провязываю, сейчас изнаночный. Сразу захватываю 2 столбика предыдущего ряда и провязываю из них рельефный изнаночный столбик. Вот таким образом я делала убавление. И вяжем резинку нужной ширины. Далее уже, конечно, мы петли не убавляем. Вот такая шапочка получилась у меня. Вот такой берет. Творческого вдохновения вам. До новых рукодельных встреч!